Добрый поступок одинокого охотника по отношению к умирающей беременной волчице привел к невероятному воссоединению. Через год после того, как он спас волчицу и ее нерожденных детенышей, он услышал звук, от которого у него на глаза навернулись слезы. На небольшой поляне Джек обнаружил нечто шокирующее – беременную волчицу, больную и одинокую, беспомощно лежащую на холодном снегу Аляски. Не колеблясь, Джек полез в свой рюкзак и вытащил сушеное мясо, которое он взял с собой на обед. Он осторожно бросил его волчице, которая тщательно обнюхала его, прежде чем съесть. «Держи, девочка», — тихо сказал Джек. «Тебе это нужно больше, чем мне». Наблюдая, как волчица ест, Джек заметил, какая она худая. Ее шерсть была спутанной и грязной, и она выглядела так, словно не ела несколько дней. Он задался вопросом, что случилось с ее стаей, ведь волки обычно живут группами, помогая друг другу охотиться и выживать. Но эта волчица была совсем одна. С того дня Джек поставил перед собой задачу помогать волчице. Он назвал ее Луной, потому что ее мех переливался, как лунный свет. Понимая, что у Луны скоро появятся детеныши, Джек беспокоился о том, как она будет заботиться о своих щенках холодной зимой. Он знал, что должен действовать быстро. Не теряя времени, Джек поспешил обратно в свою хижину, чтобы собрать припасы. Он вернулся с топором, веревкой и таким количеством одеял, сколько смог унести. Не покладая рук, Джек соорудил небольшое укрытие неподалеку от того места, где он нашел Луну. Он тщательно собрал бревна и ветки, создав прочную конструкцию, которая защитила бы ее от суровой погоды. Внутри он соорудил мягкую постель из мха и листьев, застелив ее одеялами, которые принес с собой. Когда солнце село, Джек понял, что пришло время увести Луну. Он медленно подошел к ней, говоря успокаивающим тоном: «Привет, Луна. У меня есть для тебя место получше, где ты сможешь отдохнуть». Луна настороженно следила за ним взглядом, но не пыталась отодвинуться. Джек с величайшей осторожностью завернул Луну в теплое одеяло. Она была слаба и не сопротивлялась, когда он осторожно поднял ее на руки. Беременная волчица оказалась тяжелее, чем он ожидал, но Джек был полон решимости. Он пронес ее небольшое расстояние до нового укрытия, шепча слова ободрения при каждом шаге. «Почти на месте, девочка. Ты отлично справляешься», — пробормотал он, ныряя в логово. Он осторожно положил Луну на мягкую подстилку. Она, казалось, почти сразу расслабилась, погрузившись в тепло и уют своего нового дома. Джек посидел с Луной немного, убедился, что ей удобно, и предложил воды. Когда на небе появились первые звезды, он неохотно собрался уходить. «Я вернусь первым делом утром, Луна. А ты пока отдохни». С этого дня Джек возвращался каждый день, принося Луне еду и проверяя, как у нее дела. Поначалу Луна держалась настороженно, но со временем она начала доверять ему. Доброта Джека к Луне не осталась незамеченной другими животными в лесу. Любопытный черный волк начал следовать за Джеком во время его ежедневных визитов к Луне. Сначала Джек беспокоился, что черный волк может попытаться причинить вред Луне или ее будущим щенкам. Но, к его удивлению, черный волк, казалось, беспокоился о Луне так же сильно, как и он сам. Однажды, когда Джек пришел в приют Луны, он увидел, что черный волк свернулся калачиком рядом с ней, согревая ее. Джек не мог поверить своим глазам. Как будто черный волк знал, что Луне нужна помощь, и хотел внести свой вклад. С того дня черный волк стал постоянным гостем, часто принося Луне маленькие кусочки еды. Пока тянулась зима, Джек продолжал заботиться о Луне. Луна. Он нежно разговаривал с ней, рассказывая истории о своей жизни в лесу. Луна, казалось, слушала, не сводя янтарных глаз с Джека, пока он говорил. Джек поймал себя на том, что все больше и больше ждет этих визитов. Он всегда был одиночкой, но теперь почувствовал, что нашел друга в лице этого дикого волка. Однажды ненастным вечером Джек забеспокоился. За окном его хижины завывал ветер, от которого дребезжали стекла. У него было чувство, что что-то не так. Он надел свое самое теплое пальто и вышел в метель, чтобы проведать Луну.
Снег был такой густой, что он едва видел, куда идет, но он продолжал идти, беспокоясь о своем друге-волке. Когда он добрался до убежища Луны, у него упало сердце. Луны там не было. Он огляделся, зовя ее по имени. Из-за бури было трудно что-либо расслышать, но Джек не сдавался. Затем он услышал слабое поскуливание. Направившись на звук, Джек обнаружил Луну в небольшой пещере неподалеку. Она рожала своих детей. Джек оставался с Луной весь вечер, стараясь успокоить ее и согреть. Он использовал свое пальто, чтобы защитить ее от холодного ветра, который задувал в пещеру. Шли часы, и Джек с изумлением наблюдал, как Луна рожает 4 крошечных извивающихся волчат. После родов Джек ушел и пообещал Луне вернуться на следующее утро. На следующий день, когда буря наконец утихла, Джек пришел, как и обещал. Он увидел, как Луна обнимается со своей новой семьей, выглядя усталой, но счастливой. Он помогал ей ухаживать за щенками, приносил дополнительную еду, чтобы она могла приготовить для них молоко. Шли недели, и щенки окрепли. Они начали играть и исследовать окрестности укрытия, которое он для них построил. Джеку нравилось наблюдать за ними, особенно за самым маленьким щенком, которого он назвал Тайни. Тайни всегда был последним, кто пробовал что-то новое, но как только он начинал, он становился самым предприимчивым. Черный волк продолжал навещать его, теперь играя с волчатами, как будто они были его собственной семьей. Джек был поражен тем, как хорошо ладили Черный волк и Луна. Казалось, они образовали свою собственную маленькую стаю, почетным членом которой был Джек. С приближением весны Джек заметил, что в лесу стало оживленнее. Однажды днем, навещая Луну и ее детенышей, он услышал вдалеке треск веток и приглушенные голоса. Чутье дикаря подсказало ему, что что-то не так. Джек тихо прокрался через подлесок, прислушиваясь к звукам. Вскоре он увидел 4 охотников с ружьями, которые шли по следам Луны на тающем снегу. Его сердце бешено заколотилось, когда он услышал их разговор. Один охотник прошептал, что мы выслеживаем эту стаю волков уже несколько дней. Их заметили возле ферм. Мы не можем допустить, чтобы они нападали на домашний скот или людей. «Я слышал, что там есть щенки», — добавил другой. «Лучше разобраться с этим сейчас, пока не стало хуже». Джек знал, что должен действовать быстро. Он быстро направился к логову Луны, лихорадочно обдумывая план. Когда он прибыл, то увидел, что Луна загоняет своих щенков поглубже в пещеру. Черный волк стоял на страже у входа. Однако Джек слышал, что охотники приближаются, а их голоса становятся громче. Когда охотники появились в поле зрения, Джек твердо встал перед входом в убежище. Его поза была решительной, он с непоколебимой решимостью смотрел им в глаза. «Это волчица и ее детеныши под моей защитой», — твердо сказал он, и его голос эхом разнесся в тихом лесном воздухе. Они никому не причинили вреда. Охотники были потрясены и от удивления слегка опустили ружья. Они никогда раньше не видели, чтобы кто-то защищал волка. «Джек», — сказал один из них, узнав его, — «что ты делаешь? Эти волки могут быть опасны». Джек глубоко вздохнул, понимая, что его следующие слова могут означать жизнь или смерть Луны и ее семьи. Он начал рассказывать им историю Луны, объясняя, как он нашел ее умирающей в снегу и помог пережить жестокую зиму. Пока он говорил, его голос был полон страсти и убежденности. Он подробно рассказывал о рождении щенков и о невероятной дружбе, которая у них завязалась. «Идите и посмотрите сами», — настаивал Джек, указывая на укрытие. Охотники осторожно приблизились. Он показал им, какой нежной была Луна, и какими игривыми были ее щенки, и как по команде Тини, самый маленький щенок, высунул голову из укрытия, его любопытство пересилило страх. Охотники с изумлением наблюдали, как щенок осторожно приблизился к Джеку и потерся носом о его руку. Охотники слушали, и недоверие на их лицах сменилось удивлением. Они были поражены состраданием Джека и необычной дружбой между человеком и волком. Один за другим они опустили ружья
и напряжение, повисшее в воздухе, рассеялось. «Я никогда не видел ничего подобного», — признался один охотник, недоверчиво качая головой. «Возможно, мы поторопились с выводами». Джек воспользовался моментом. «Эти волки не представляют угрозы», — объяснил он. «Они семья, которая просто пытается выжить, как и все мы. Я внимательно наблюдал за ними и могу заверить вас, что они не приближались ни к каким фермам. Они охотятся в глухом лесу, вдали от людей». Охотники обменялись взглядами, явно пересматривая свою миссию. Наконец лидер заговорил. «Хорошо, мы тебе доверяем, но тебе нужно будет приглядывать за ними. Убедись, что они не попадут в беду». Джек торжественно кивнул, чувствуя облегчение. «Даю тебе слово», — пообещал он, зная, что только что стал официальным защитником стаи Луны. Когда охотники ушли, Джек повернулся к убежищу. Луна и Черный Волк стояли у входа. Их янтарные глаза встретились. С приходом весны Джек понял, что пришло время отпустить Луну и ее детенышей обратно в дикую природу. Хотя это было трудное решение, он понимал, что так будет лучше для их выживания. Однажды прохладным утром Джек отправился в укрытие, которое сам построил. Луна и ее детеныши уже были на улице, наслаждаясь солнечным светом. Джек медленно подошел к ним, расчувствовавшись. «Привет, девочка», — ласково сказал он. Луна навострила уши и завиляла хвостом. Щенки, которые стали больше и увереннее, играли у ее ног. Глубоко вздохнув, Джек начал разбирать укрытие. Он убрал ветки и бревна, которые тщательно собрал вместе. Работая, он разговаривал с Луной, объясняя, что делает. Ему. «Тебе пора уходить, Луна», — сказал он, и его голос был полон эмоций. «Ты и твои щенки должны быть свободны, чтобы жить, как подобает волкам». Луна внимательно наблюдала за ним, казалось, понимая. Черный волк, наш постоянный спутник, наблюдал неподалеку. Как только с убежищем было покончено, Джек собрал одеяла, которые использовал для Луны. Он аккуратно сложил их, планируя сохранить на память. Когда территория была приведена в порядок, Джек понял, что пришло время окончательно попрощаться. Он опустился на колени, позволяя щенкам подойти к нему в последний раз. Каждый из них ткнулся носом в его руку, демонстрируя свою дикую натуру. Наконец, Джек повернулся к Луне. Он нежно погладил ее по голове и почесал за ушами в последний раз. «Спасибо тебе», — прошептал он, — «за то, что доверился мне и показал ту сторону натуры, о которой я никогда не подозревал». Луна лизнула его руку, отчего на глазах Джека выступили слезы. Затем, словно поняв, она тихонько гавкнула на своих щенков. Они собрались вокруг нее. Джек встал и отступил назад. «А теперь иди», — сказал он срывающимся голосом. «Тебе пора снова стать диким». Луна бросила на Джека последний взгляд и повела своих щенков вглубь леса. Черный волк поколебался, затем последовал за ними. Джек смотрел, как они исчезают в лесу. Он долго стоял там, прислушиваясь к звукам леса и ощущая смесь грусти и умиротворения. Вернувшись в свою хижину, Джек достал блокнот и начал писать о времени, проведенном с Луной. Луна. Пока он писал, Джек понял, что пока Луны и ее щенков не было дома, они навсегда изменили его представление о лесе и его обитателях. Прошел целый год. Однажды осенним днем Джек был в лесу, когда услышал странный звук. Это был волчий вой, но он показался ему знакомым. Джек огляделся, его сердце бешено колотилось, когда он осматривал деревья. На краю поляны он увидел зрелище, от которого у него перехватило дыхание. Луна, ставшая больше и сильнее, чем раньше, с 4 взрослыми волками, ее детенышами. Вой Луны эхом разнесся по лесу. Казалось, она узнала это место. Место, где Джек помог ей пережить ту суровую зиму и где она родила. Знакомая обстановка, вероятно, побудила ее инстинктивно подать голос, обозначив свою территорию и подав сигнал своей стае. Слезы наполнили глаза Джека, когда он наблюдал за Луной и ее семьей. Они выглядели здоровыми и счастливыми. На мгновение глаза Луны встретились с глазами Джека, и ему показалось, что она отдает ему должное,
вспоминая доброту, которую он проявил к ней год назад. Затем луна снова завыла, и на этот раз к ней присоединились ее взрослые щенки. Их голоса слились в красивый дикий хор. Джек смеялся и плакал одновременно, потрясенный неожиданным воссоединением и доказательством того, что семья Луны процветает. Он заметил вспышку черного меха. Черный волк все еще следовал за стаей Луны. Сердце Джека радостно забилось, когда он увидел, что невероятная дружба между Черным волком и Луной продолжилась. Волк и Луна не расстались. В течение нескольких драгоценных минут Луна и ее семья оставались на краю поляны, словно позволяя. Джек хотел посмотреть, насколько хорошо у них идут дела. Затем, бросив последний взгляд на Джека, Луна повернулась и исчезла в лесу, а ее щенки и Черный волк последовали за ней по пятам. После того, как волки ушли, сердце Джека наполнилось счастьем и гордостью. Он всегда считал себя простым охотником, но теперь понял, что является частью чего-то большего. Его доброта не только спасла Луну и ее щенков, но и изменила его самого так, как он сам не ожидал. Была ли у вас когда-нибудь неожиданная встреча с диким животным, которая изменила ваши взгляды? Дайте нам знать в комментариях ниже.